2016 год стал вторым годом подряд, когда мы с друзьями посетили Meridian Regional. Наша поездка на региональные началась на самом деле в феврале, когда мы купили билеты на самолет. Причем, если обычная стоимость авиабилетов из Санкт-Петербурга до Мадрида и обратно составляла 25 тысяч рублей, то мы нашли билеты за 15 с вылетом из Хельсинки. Совершенно случайно перед поездкой нам попался на глаза пост Димы Андрюхина о возможности стать волонтером, и мы сразу подали заявку. До последнего было непонятно, стоит ли покупать билеты входные на региональные, потому что их стоимость составляла, если я не ошибаюсь, $75 на 3 дня соревнований. В итоге мы купили билеты, потому что решили не рисковать, и в итоге оказалось, что зря, потому что нам пришло письмо подтверждения об участии в качестве волонтеров. И, если честно, не могли даже мечтать, что нас примут. Ведь мы простые посетители своего зала, даже не атлеты и не судьи. Мы подали заявку в Signage Team, то есть в команду разметки на поле. И вот в мае, за несколько недель до поездки, нам пришло письмо, что нас приняли. У нас есть тачка! Сейчас нам впадет тачку с пробегом 92 километра, но есть сильные сомнения. Волонтерство – это все-таки труд. Вы должны понимать, что это работа, требующая от вас внимательности, упорства и трудолюбивости. Команда занимается всеми обозначениями на поле. Своевременной заменой имен атлетов, названием воркаутов и разметкой на полу. Это незаметная обычному зрителю работа, но очень важно. Все должно быть идеально. Волонтерству мы уделили 4 полных дня. Один из дней был подготовительным. Мы репетировали свои роли и помогали там, где нужна была помощь. В нашей команде были люди, которые несколько лет подряд принимают участие в качестве волонтеров. Благодаря их вниманию и помощи мы быстро адаптировались. Следующие 3 дня слились в одно большое соревнование, в течение которого ты постоянно присутствуешь на соревновательном поле, чтобы помочь своей команде или парням из другой. Ты подписываешься негласно под некоторыми правилами. В частности, нельзя фотографироваться в волонтерских майках с атлетами. Нельзя вести себя каким-то неподобающим образом в этой майке. Да? То есть майка волонтера – это определенное обязательство, которое ты подписываешь перед CrossFit Incorporated. На самом деле, на мой взгляд, это очень правильная вещь, потому что мы представляем и являемся частью огромного механизма, который должен быть регламентирован. Это очень круто, когда компания действительно следит за своим именем, за своим имиджем и делает все, чтобы люди, представляющие этот имидж, соответствовали определенным требованиям. Это невероятная атмосфера, когда несколько тысяч человек, увлеченных кроссфитом, собираются вместе, и ты имеешь возможность организовать все это. Пообщаться с людьми с разных стран, усовершенствовать английский язык – это тоже хорошая, кстати, возможность. А также посмотреть на то, как устроен один из крупнейших турниров по кроссфит в вашем регионе, то однозначно стоит быть волонтером. Конечно, за эти 3 активных дня мы очень устали, но зато чувствовали себя частью единого механизма. Очень часто я видела вопрос в социальных сетях, оплачивается ли эта работа, оплачивают ли проживание и билеты. Нет, конечно, не оплачивает вам никто, вас только кормят и обеспечивают вам бесплатный проход. Но поверьте, это того стоит. Это совершенно непередаваемый опыт, которого вы нигде не получите в рамках существующих соревнований в России. Мы познакомились с людьми из многих стран, встретили своих знакомых, атлетов встретили, многих взяли автографы и также познакомились с волонтерами из России, что очень приятно, несмотря на их малое количество. В прошлом году в Копенгагене мы были зрителями. Конечно, как представитель своей страны, меня очень расстраивало, что россиян, как болельщиков, было очень мало на соревнованиях. Несмотря на то, что от Санкт-Петербурга, от Москвы всегда есть доступные авиабилеты.
В этом году соревнования проходили на стадионе Лакаха Махика. Несмотря на то, что иностранных болельщиков было, конечно, намного больше по количеству, но наши дали настолько мощную поддержку, но это было заметно и очень приятно. У одного из волонтеров был день рождения, и нас всех собрали на соревновательном поле после того, как закончился день соревнований. Неожиданно поздравили этого парня с днем рождения и сказали, что теперь нужно прыгать в бёрпи. Просто огромная толпа людей из 100 или 200 человек, я не знаю точного количества, прыгала бёрпи. Это было очень неожиданно, потому что места не было, все наступали друг на другу на голову, но ноги падали другому человеку на другую голову. Но это было так классно и так весело. И те немногочисленные болельщики, которые остались на трибунах в тот момент, они, конечно, мне кажется, просто сошли с ума от неожиданности. Наш отель находился в северо-восточной части Мадрида, а арена на юго-западе. Но очень удобно связывала отель и арену автомагистраль, которая похожа на наш КАТ, на нашу кольцевую автодорогу. Мы сняли автомобиль, который, в общем-то, тоже вышел очень дешево, на 4 людей всего 100 евро из расчета на человека с бензином, со страховкой, с полной. То есть это очень бюджетно. В воскресенье, когда все закончилось, мы должны были выдвигаться в Валенсию. На самом деле тут мы совершили ошибку, потому что нужна была наша помощь для разбора оборудования, для того, чтобы убирать арену после соревнований. А мы вот так вот не смогли остаться ни на последний финальный этап уборки, ни на автопати. Теперь мой главный трофей. На самом деле нам нельзя использовать эти майки было, но уже в конце, когда все вышли и когда атлеты закончили соревнования, церемония награждения закончилась, некоторые подходили и, в общем, они подписывали майки. Это Сэм. Это автограф Сэм. Поэтому мы уехали на море и на самом деле допоздна ехали до Валенсии, эти 350 или 400 километров, и прибыли в Валенсию в час ночи. Ксюха на море. Ксюха спит. Она устала. Там у нас было 3 дня, чтобы отдохнуть, полежать на море у бассейна и провести, в общем-то, свободное время в солнечной Испании. На удивление, это стоило очень дешево, потому что там был какой-то дешевый очень отель, 3-звездочный. Нас, в общем-то, это вполне устроило. Главное, что мы были все вместе и отдыхали после труда. Я в порядке. Я в полном порядке. Возвращались мы через Хельсинки, и на самом деле у нас была стыковка примерно полдня. Это, в общем-то, было сделано осознанно, просто потому что хотелось также провести некоторое время в столице Финляндии. Я считаю, что каждый человек, который увлекается кроссфит, должен поехать на какие-то такие крупные соревнования, на те же региональные, или, если есть возможность, на игры в Калифорнию, для того, чтобы посмотреть все то, что мы привыкли видеть по телевизору, вживую. Это выглядит совершенно по-другому, непередаваемые эмоции от того, сколько людей собирается в одном и том же месте, которые объединены в кроссфит. Если честно, я очень надеюсь, что в 2017 году региональные повторятся в Мадриде, потому что Испания нам очень понравилась. Данию я тоже очень люблю, как путешественник, но очень хочется тепла в мае. Нам после солнечного, в кавычках, Петербурга хочется окунуться в тепло, искупаться в море, выпить вина за 2 евро и слопать хамона из ближайшего магазина.